Я слышал, что сегодня вы хотели поговорить о темной материи. И если это так, то у меня для вас действительно интересная история. Потому что сегодня мы обсудим исследование, которое предлагает довольно серьезный пересмотр того, как вообще устроена структура нашей галактической окрестности. Речь идет о новой карте распределения темной материи вокруг Млечного Пути. И эта карта может объяснить сразу несколько загадок, которые десятилетиями не давали ответов. Причем самое неожиданное – это форма, которую, судя по расчетам, образует темная материя, и она оказалась совсем не той, которую предполагали увидеть. Итак, работа была проведена командой под руководством Ивуда Вампи. Заранее прошу прощения, если произношение не точно. Но в данном случае важнее не имя, а сам результат. Потому что если выводы подтвердятся, нам, возможно, придется пересмотреть само представление о архитектуре нашей части Вселенной. Чтобы понять масштаб изменения, нужно сначала вспомнить, во что ученые верили очень долго. На протяжении десятилетий стандартная картина выглядела так. Млечный Путь находится внутри гигантского сферического гало темной материи, протяженной, почти невидимой структуры, масса которой в несколько раз превышает массу всех звезд и газа галактики и достигает примерно триллиона солнечных масс. Этот компонент не излучает свет и не взаимодействует с излучением напрямую. Его присутствие фиксируют по гравитационному влиянию, по плоской кривой вращения диска на больших радиусах, по скоростям движения шаровых скоплений и карликовых спутников, по динамике звезд на окраинах. Без этой дополнительной массы внешние области галактики вращались бы заметно медленнее. Диаметр гало оценивают в несколько миллионов световых лет. Граница условно и определяется радиусом, внутри которого система остается гравитационно связанной. Плотность темной материи возрастает к центру и плавно уменьшается к периферии, формируя распределение. Это гало возникло одним из первых. В космологической картине сначала формируется сгущение темной материи, а уже потом в их потенциальные ямы стекается обычный газ, охлаждается и дает начало звездам. Внутри этого объема находится звездный диск, балдж и протяженное звездное гало, разряженная сферическая компонента из старых, бедных металлами звезд. Многие из них – останки разрушенных карликовых галактик, поглощенных Млечным Путем за миллиарды лет. Орбиты таких звезд вытянуты и хаотичны. Они сохраняют следы прошлых слияний в виде потоков и структур, которые сегодня фиксируются по точной астрометрии. Помимо звезд, гало содержит горячий корональный газ с температурой порядка миллионов градусов. Он заполняет огромный объем и медленно обменивается веществом с диском. Часть газа остывает и подпитывает звездообразование, часть выбрасывается сверхновыми и активностью центральной области обратно в гало. В пределах гало движутся десятки карликовых галактик-спутников. Их траектории и скорости позволяют уточнять распределение массы и форму темных компонентов, которые, как показывают расчеты, не идеально сферично и может быть слегка сплюснутой или вытянутой. Вся эта система динамическая. Спутники постепенно теряют энергию из-за динамического трения. Их звезды растягиваются в длинные потоки, а темная материя гало продолжает аккумулировать вещество из окружающего пространства. В космологическом масштабе гало Млечного Пути лишь один узел в более крупной структуре, связанный с соседними системами, прежде всего с Андромедой и входящей в гравитационно-связную группу галактик. Да, мы всегда это знали, ведь сферическая модель была удобной. Она симметрична, ее проще закладывать в уравнения. Она хорошо согласуется с идеей гравитационного притяжения к центру массы, и долгое время казалось, что этого достаточно. Но затем появились более точные наблюдения, появились более мощные симуляции. Суперкомпьютеры начали моделировать формирование Млечного Пути и его спутников с невероятной детализацией, и об этом я делал отдельный выпуск. И постепенно стало понятно, что что-то не сходится. Модели воспроизводили общую картину, но детали не совпадали. Распределение спутниковых галактик выглядело слишком упорядоченным. Их скорости не совсем соответствовали расчетам.
Некоторые гравитационные эффекты оказывались слабее или сильнее ожидаемых. Все это не разрушило модель полностью, но постоянно указывало, возможно, форма Гало не такая простая, как казалось на первый взгляд. И вот здесь начинается самое интересное. В новом исследовании использовался метод Борг, или бейсовская реконструкция происхождения по галактикам. Это сложная система трехмерной реконструкции, которая объединяет данные о движении ближайших галактик с информацией из космического микроволнового фона, самого древнего света, оставшегося после ранней Вселенной. Модель Борг была создана еще в 2019 году именно для того, чтобы строить трехмерные карты распределения материи на основе реальных наблюдений. Она проверяет множество возможных конфигураций и ищет те, которые лучше всего согласуются с реальными измерениями. В этой работе использовались данные реликтового излучения и движения 31 галактики, спутников Млечного Пути и объектов местной группы. Сначала результаты выглядели странно. Сферическая модель снова не давала точного совпадения. Симуляции не воспроизводили наблюдаемую динамику. И тогда исследователи начали менять форму Гало. Они постепенно уходили от идеальной сферы к более сплюснутой структуре. И в какой-то момент все стало складываться. Оказалось, что если распределить темную материю не в виде шара, а в виде гигантского плоского листа, хоть что-то плоское, протяженностью около 30 миллионов световых лет, то движение галактик в местной группе начинает выглядеть логично. Их скорости, траектории, распределение – все становится более согласованным. Иначе говоря, наша галактика, Андромеда, галактика треугольника и другие объекты могут находиться внутри огромной плоскости темной материи. Форма, которую описывает эта модель, удивительно напоминает структуру электромагнитного поля вокруг магнита, вытянутую, организованную, с концентрацией в центральной области и разрежением по краям. И если темная материя действительно образует огромный космический лист, это выглядит как еще одно подтверждение того, что природа использует одни и те же схемы на всех уровнях. Одна из загадок, которая помогает объяснить эта модель, это необычно низкие скорости удаления некоторых соседних галактик. В сферической модели гравитация должна была бы притягивать их определенным образом, но наблюдения показывали отклонения. Если же Гало – это массивная плоскость, то масса, распределенная на больших расстояниях вдоль этой плоскости, создает дополнительное гравитационное влияние. Это влияние частично компенсирует притяжение к центру и сглаживает динамику. В результате галактики движутся именно так, как мы их и видим. Причем расчеты показывают, что центральная область этой структуры как минимум вдвое плотнее средней космической плотности, тогда как области над и под ней напоминают пустоты. Это напрямую связано с понятием сверхгалактической плоскости, структуры, которую астрономы наблюдают уже давно. Многие видимые галактики в нашем регионе выстроены преимущественно в двухмерной конфигурации, они не распределены равномерно в трех измерениях. Новая модель предлагает объяснение. Видимая материя просто повторяет каркас темной материи. Это также помогает понять феномен так называемого диска спутников. В Млечном Пути и Андромеде карликовые галактики выстроены в сплюснутую вращающуюся структуру. Для стандартной космологии это было серьезной проблемой. В Андромеде почти половина спутников формирует так называемую великую плоскость. Если же спутники формировались и падали вдоль плоского Гало, их выстроенность перестает быть аномалией. Но на этом история не заканчивается. Наблюдения далекой Вселенной с помощью АЛМА показали, что уже через 780 миллионов лет после Большого Взрыва существовали массивные протогалактики внутри гигантского Гало темной материи. Эти структуры тоже выглядели скорее плоскими и протяженными, чем сферическими. Ранние галактики были хаотичными, активно формировали звезды и быстро эволюционировали. Но в итоге мы видим относительно упорядоченную Вселенную. Это означает, что должен был существовать крупномасштабный каркас, который направлял формирование структур. Возможно, именно такие листообразные Гало и играли эту роль.
Если объединить данные ранней Вселенной и результаты симуляции нашей окрестности, картина становится более цельной. Сверхгалактическая плоскость может быть фундаментальной частью нашего космического окружения. Интересно и то, что эта структура почти перпендикулярна плоскости Млечного Пути. Мы как будто смотрим на нее сбоку. Если модель подтвердится, это повлияет и на понимание морфологии галактик. Внутри плотной плоскости столкновения происходят чаще, спиральные рукава разрушаются, формируются эллиптические галактики. Вне плоскости галактики более изолированы и сохраняют спиральную форму. Млечный Путь, вероятно, расположен ближе к краю этой структуры. И если это все верно, то мы живем не внутри сферического шара темной материи, а внутри гигантского космического листа, или блина, кому как удобней. Конечно, это влияет на прогнозы эволюции Млечного Пути, на расчеты притока газа, на модели формирования звезд. Более того, это может помочь разобраться с космологическими расхождениями, включая напряжение Хаббла, то есть несовпадение между двумя методиками расчета скорости расширения Вселенной по сверхновым и по реликтовому излучению. С момента своего открытия является одной из главных загадок космологии. Несмотря на постоянно совершенствующиеся приемы измерений, в их результатах сохраняется заметная разница. Конечно, потребуется больше данных. Понадобятся новые карты распределения темной материи, возможно, с использованием квазаров и более точных наблюдений. Но сама идея уже меняет перспективу. Вместо симметричной сферы – огромная плоская структура. Вместо изолированных островов – взаимосвязанная сеть с массивными листами. И если это подтвердится, это будет один из самых интересных пересмотров локальной космологии за последние годы. На этом все, что я хотел рассказать сегодня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, возвращайтесь почаще, поддерживайте канал на Patreon и Boosty. Там есть дополнительные космические плюшки и, возможно, написать мне напрямую. Обязательно отвечу. Оставайтесь замечательными и увидимся, вернее услышимся в следующем видео на канале Злой Космос.